Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня начинаю новый лайв-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. У нас уже активно тает снег. Ну, на самом деле, в центре Москвы снега уже вообще нет. И в парке, например, на Ходынке, там снега тоже минимальное количество. Ну и у нас, вот еще буквально пару дней назад здесь было много на площадке снега, а сейчас все активно тает. Ну и в принципе тоже прикольно. Я выпила кофе, съела бутербродик и сходила, выкупила свои витамины в аптеке, потому что у меня было 2 заказа, даже... получается 3 заказа в 2 аптеках. Один заказ был у метро, я его вчера успела получить, а про второй я просто забыла, когда уже подходила к дому, была уставшая. Ну и сегодня пошла там, сейчас покажу. Обычно я все закупаю в аптеке столички, как бы рядом с домом, и карта лояльности, и удобно бронировать. В ампулах тоже взяла аскорбиновую кислоту, дальше передоксин взяла и цианокобаламин. И тиамин у меня уже в холодильнике. Это, B1, B6, B12 в ампулах. Но их прокалывают, я их прокалывать не буду. Буду, так сказать, пить, как мне... я уже много лет так делаю, периодически. Только сейчас я обленилась и делаю это очень редко. Кстати, аскорбинку... Вот ученица там кое-что попробует, потом мне расскажет. Вот. Тогда и я попробую. Вот. Дальше. Рыбный жир. Меня, конечно, удивляет. Они... Вот это название. Ну да ладно. Не из графьев. Переживу. В принципе, ничего плохого нет. По ценам аскорбинка стоит 41... Стоп. Сейчас. 36 рублей 30 копеек. Вот это у них со скидкой, без скидки указано. Зачем это делать? А второй заказ был на 178 рублей, потому что, значит, B6 передоксин стоит 43 рубля 30 копеек, рыбий жир 90... Чего? 98 рублей. И B12 цианокобаламин 37 рублей 50 копеек. Также я заходила в пятерочку и захотела на завтрак себе взять творожную массу с изюмом. Потом взяла вот такой толстовый хлеб. Обычно белый я сама пеку, но правда редко. В хлебопечке. Так, и кефир, как всегда, 1%. Да, у меня вот по весне бывает такое, собственно, почему я приобрела витамины, то что начинаются вот эти качели, то одно хочется, то другое хочется, поэтому надо пропить все это. Можно и позавтракать, ученица уже едет ко мне, потом будем танцевать. Сегодня ездили с подружкой в магазин «Твое», забирала заказ свой, вот эта пижамка стоила 699 рублей, но так как мне начислили 300 бонусов за первую покупку, которую я совершила, я приобретала пуховик. В общем, мне она обошлась в 399 рублей. Шикарная цена, я считаю, пижамка мне понравилась. Единственное, что там был 42-й только размер, а у меня 40-й. Я, конечно, сначала расстроилась, но сейчас я понимаю, что это очень хорошо, тем более, что я с уверенностью не стала мерить там. Но вообще в магазине «Твое» надо всегда мерить. И с особой осторожностью заказывать, например, через маркетплейсы. Вот смотрите, 42 размер, который мне в теории велик.
Здесь действительно, вот резинка, мне вообще ничего не жмет, вообще все супер. Тут свободно, все вообще более чем, отлично. Ну, кофта, понятное дело, все замечательно. Где была неприятность? Вот здесь, то есть где вообще не подумаешь, вот тут. У меня щиколотка достаточно тонкая, но подъем у меня высокий. В общем, вот здесь я еле ногу всунула. Я так думаю, ну ничего себе, купила пижаму, не померила, хоть иди сдавай. Но в итоге оказалось, что да, проблема вот здесь, но тут все вообще окей. И такие косяки имейте в виду. В этом магазине бывают часто. Я уже рассказывала, что как-то я заказала через Wildberries. До этого я всегда покупала все в магазине, примеряла. А заказала на Wildberries домашние себе штаны. И я вообще не знаю, у них какая-то была странная таблица, размерная сетка. Короче, получилось, что я взяла даже не 40-й, не 42-й, а 44-й. Ну, еще почему-то я не знаю даже, почему так вышло. Но мне нечто пришло. То есть вот я не совру, вот эта вот часть, она была практически вот по грудь мне. Просто. При этом вот эта вот сама часть, да, она стягивала талию так, что это даже не 40-й был размер по параметрам, это еще был меньше размер. Здесь тоже штаны были длинные. Тут вот все поползло просто, ну, вернее, не поползло, а распоролось по швам, хотя мне вообще все было свободно, но просто вот так вот они были сшиты. Так что вот одежду данного производителя я не советую заказывать через маркетплейсы, в принципе, потому что вы даже можете, вот как я, знать свой размер в магазине. Но что вас ждет, где у вас будет косяк, вы не можете представить. То есть он может быть здесь, в данном случае все окей, и тут все окей. Но вот тут, вот, понимаете, я вообще не могла представить, что такое будет. Кто это шьет, на кого это шьется, вообще непонятно. Но, правда, у них действительно недорогая одежда, хотя, опять же, когда смотришь в интернет-магазине, цены более выгодные, чем в офлайн-магазине, например. Но заказывать нужно именно по наличию. То есть, вот, например, я выставила настройки, что мне там около дома магазин, ну, подходит, и, например, на Полежаевской мне подошел магазин. Вот я их выставила. И из того, что вот мне предложили, я выбрала вот эту пижамку, которая, по счастью, была именно недалеко от моего дома. Но, в общем, что я хочу сказать? Я в целом пижамой довольна, потому что все подошло, здесь все окей. У меня, кстати, есть из магазина «Фамилия» пижама. Я про нее вообще забыла. Там тоже белые кофты, какие-то синие, тоже такие пушистые, ну, приятные штанишки. И я забыла уже про этот костюм, только сейчас вспомнила. И, кстати, почему я его не носила, и надо посмотреть, какая там марка. Опять же, кофта просто супер, а вот штаны, вот как раз вот здесь все было свободно, а вот здесь вот мне прям тянуло, потому что это был даже не 40-й размер, а явно меньше. Там просто резинку вставили, ну, такую, что прям следы оставались. В общем, непонятно. А вот, например, магазин Gloria Jeans я люблю за то, что там можно не мерить. Вот я беру 40-й, к примеру, и спокойно ухожу, я знаю, что будет все классно. Но при этом там качество, вот если джинсы взять за 300 рублей или за 500 рублей, они сезон отслужат вот, ну, замечательно, и все. А если я беру джинсы более дорогие, там за 3-4 тысячи, у меня вот были такие случаи, когда они полгода не служили, вот тоже непонятно, не знаю. Вообще в размерной сетке и в плане качества это вот ашановская марка Inextensa. Но тоже, знаете, такое себе. Я вот носки покупала
долгое время покупала носки, и первый раз, когда 5 лет назад я приобрела, они носятся до сих пор. Вот вы не поверите, практически там, может быть, несколько пар порвались, все остальные нормальные. Потом, там, спустя несколько лет, я решила все-таки еще приобрести себе несколько пар. Они уже были качеством похуже. И вот прошлой зимой я купила еще себе носки. По-моему, прошлой зимой, мне кажется, или вот этой. Но суть в том, что после первой носки появляются на пальцах дырки. Вот. И отвратная обувь у Inextensa. То есть тоже брать не советую. Но это качество ухудшалось. Поэтому я не знаю, может быть, у них сейчас и пижамы будут худшего качества. Но вот все, что я покупала 5 лет назад, там 3 года назад, они просто идеальны. Так что вот такая у меня была покупка. Ну а сейчас я покажу вам свой заказ Faberlic. Я не заказывала там уже целый год, потому что, знаете, с 2015 по 2018 я не пропускала ни одного каталога, а потом стала заказывать меньше, и в итоге последний год вообще ничего не заказывала, потому что, много всего. Кто смотрел видео о запасах, понимает, что всего достаточно много, поэтому плюс еще какой-то год был такой насыщенный, туда-сюда ездила. И когда возникала в чем-то необходимость, например, там тушь для ресниц купить, еще что-то купить, заканчивалось, ты понимаешь, что делать ради этого заказ неохота, плюс все равно хоть пару дней надо ждать, а не всегда есть на это время, поэтому я ничего не заказывала. Ну а сейчас так все совпало, как-то сложилось. И заказ состоялся. Единственное, что пришлось заново регистрироваться. Раньше у меня там была какая-то даже структура, люди регистрировались по ссылкам, но, честно сказать, я абсолютно не переживаю, потому что когда меня, регистрировались люди, чего-то меня спрашивали, я всегда с радостью помогала, отвечала, но в целом я с этого не имела ничего, так как нужно самой было заказывать по-моему, на 5000 или еще на сколько-то, это вот раньше, я не знаю, сколько сейчас. Никогда так не получалось, даже когда было в месяц по 2 заказа, и в том числе клиентских. Потому что Faberlic, как и в любой сетевой компании, знаете как, вроде заказ есть на хорошую сумму, а начинаешь этот заказ добавлять в корзину, то одного нет, то другого нет, и в итоге, мне как-то, я даже по этому поводу сейчас не переживаю. Ладно, давайте я покажу заказ, специально отдельное видео уж, извините, снимать не буду. Как вы знаете, я очень люблю краску Faberlic Краса, у меня оттенок 7.4, это блондин медный интенсивный, в общем, вот такая вот краска. Я взяла сразу 2 штуки, в общем-то, была даже акция, если там на 400 рублей или на 400 с чем-то берешь какие-то товары, то потом на втором шаге оформления заказа можно добавить уже краску, вот эту вот не по цене каталога, а по специальной цене. В общем, она мне обошлась в 170 с чем-то рублей. То есть, учитывая, что эта краска очень хорошая, лично мне она подходит, и сейчас просто за такие деньги краску купить, это просто удача, я считаю. Хотя я бы взяла и по цене каталога, если что, но раз была возможность, я вот как-то так подбивала заказ, чтобы хотя бы 2 краски взять. Я крашу волосы один раз в 2 месяца, у меня 2 тюбика лежат, это значит на 4 месяца, теперь у меня запас на 8 месяцев, что очень хорошо. Опять же, я знаю, что вот у меня мама красилась черной краской 1.0, тоже никаких претензий не было, но также я знаю, что некоторые девочки какой-то другой оттенок брали и были им недовольны, причем какой-то конкретный оттенок. И даже те, которые, казалось бы, Faberlic очень любят. Поэтому тоже им не верить нельзя, да. Следующее, что я заказала, но это вот покупка, которая мне была уже необходима, как-то назревала.
Следующая покупка была, это концентрированный порошок универсальный. Одна пачка заменяет 3 килограмма порошка обычного. Я первый раз получила порошок по стартовой программе когда-то, он мне понравился, потом еще один получила. И даже, по-моему, раза 3 получала, и потом покупала за свои деньги полностью. И этот уже, ну, в общем, он мне обошелся в 300 с чем-то рублей, но мне хватает очень надолго. Он классный. Во-первых, я в плане порошков аллергик, а он не вызывает аллергии, это чистая правда, потому что открываете упаковку, нет никакого вот этого насморка, ничего подобного нету. И он выстирывается хорошо, что мне нравится. И, кстати, отстирывает вещи вполне нормально. И когда белье вот чистое, да, оно полежит в шкафу там неделю-две, оно также будет пахнуть чистым бельем, а не так, как пахнет белье после магазинных вот этих порошков. Поэтому я вот приобрела и очень довольна. Ну, универсальный, он как бы есть универсальный. Я цветные вещи стирала, никаких проблем не было, так что хватит и такого порошка. У меня есть еще гель для стирки, который я люблю, уже не от Faberlic, а от Velour. Раньше Fix Price продавался, но вот сейчас он на Wildberries очень невыгодно продается, но можно заказать на Simoland, вот что я и делаю. И я чередую. Что-то этим стираю, что-то гелем, но и тот, и другой у меня не вызывает аллергии и хорошо выполаскивается. Но, знаете, эта покупка, в теории я могла бы обойтись без этого порошка, так как у меня Simoland, вот 2 пакета с гелем, но поскольку мне нужно было вот подбить на заказ на нужную сумму, я как раз приобрела. Поскольку я все равно делала заказ, и у меня закончилось средство для акриловых ванн. А найти хорошее, да еще и желательно по адекватной цене средства для акриловых ванн вообще проблема. В теории нам всегда, ну, как бы мастер советовал ванну мыть просто либо мылом, либо детским порошком. Но вы знаете, мне это честно напрягает. Вот это вот сначала намыливать губку, вот это все. Мне это не понравилось, это не мой вариант. Вот, хотя так-то отмывается все нормально, потому что, ну, как бы загрязнений как таковых на акриле вообще нет. Чем акриловая ванна и хороша. Поэтому я решила все-таки, вот я как тогда зарегистрировалась первый раз в Faberlic, мне как в подарок тоже дали средство, оно мне понравилось, так я его и беру. Единственное, что сейчас они, раньше было 500 миллилитров, сейчас 300 миллилитров, плюс они изменили этикетку, упаковку. Упаковка, ну, сейчас пока я вижу минусы сплошные, потому что упаковка стала меньше, вот этот флакончик, он неудобный, во-первых, его неудобно вот так вот держать. Плюс он скользкий, просто жутко скользкий. И здесь, и сама этикетка, это тоже как бы минус. Я не думаю, вот раньше просто была крышечка, а вот эту штуку надо было покупать отдельно. Но она удобнее, чем вот эта. Здесь не будет хорошего, я думаю, распыления. Ну ладно, с этим я разберусь. По-моему, я оставила предыдущую упаковку, что-нибудь придумаю, перелью. Но вот уже такие минусы, да. Еще из минусов, что могу сказать? Теперь здесь появился цитрусовый, ну, аромат, цитрусовый микс. Но, вы знаете, вот прежний запах, ну, просто бытовой химии, он остался. Появился реально какой-то узнаваемый аромат цитруса, но в сочетании с химозиной это не очень приятно. Я бы предпочла, чтобы пахло просто химозиной. И появилась еще одна нотка, какая-то масляная, очень неприятная, просто вот отталкивающая. Но, в принципе, самое главное, чтобы средство осталось хорошим. Мне просто удобно, что я взяла, распылила, там пару минут подождала на всякий случай, уже тогда протерла губкой и ополоснула ванную. Вот мне это нравится. В принципе, если средство останется таким же хорошим, конечно, я его буду и дальше приобретать, потому что замены я пока не нашла. Вот средство для духовок и плит Faberlic мне безумно нравится. Но я Fix Price покупаю раньше средство в оранжевой бутылке, сейчас в такой большой красной.
оно по свойствам ничем не хуже и даже лучше. Поэтому вот там я нашла замену. Здесь же пока я не нашла замены. Следующее что? Так что по сути это повторная покупка. Следующее средство, это тоже была повторная покупка, тоже необходимая. Это универсальный спрей пятновыводитель. Вот такой вот. 150 миллилитров. Вот, кстати, они могли бы, ну, я не знаю. Хотя, нет, но это неудачная бутылка. Бутылочка должна быть либо маленькой, но в данном случае это было бы не актуально. Надо было оставить прежний вариант. И, кстати, я догадываюсь, что когда у них появилось новое средство, вот это было в старой упаковке. И этикетки были очень схожие. Я чуть было не приобрела новенькое. И я думаю, что кто-то попался на это. И, видимо, были претензии, и они не нашли ничего лучше, как вот это сотворить. В общем, это очень классный спрей, он реально работает, и это очень удобно. Действительно очень удобно, и многие хвалят, и я сама покупала неоднократно, и могу посоветовать. Очень классная штука. Все это стоило как-то очень бюджетно. Я не знаю, чек я сохранила или не сохранила, может быть, я его выкинула просто. Но вот это было то ли 111 рублей, где-то так. Ну, я уже в ценах своих со скидкой говорю. Ну, порошок 300 с чем-то, 170 с чем-то. Ну, это, наверное, тоже может быть 150 рублей, вот так вот было. Дальше из повторов, тоже из повторов многочисленных, это от Faberlic, серия Storia de Amor, гель-лубрикант. Так, ну-ка, сейчас, минутку, сколько здесь, 50 миллилитров. У меня раньше это средство неоднократно заказывали клиенты, плюс я попробовала. Оно классное. И это вообще хит Faberlic, многолетний хит. То есть раньше у них был тоже с какой-то помпой, потом, но это я не застала, потом был тюбик, то, что я застала. И теперь вот снова вот такая упаковка. Классное средство. Здесь на первом месте вода, на втором глицерин. Оно абсолютно прозрачное, отдушка какая-то есть, но самая такая минимальная. Вот оно прям такое гелевое. И оно гипоаллергенно. Действительно, не вызывает никакой аллергии, никаких вообще неприятных моментов. Оно просто супер. На него отзывы всегда очень хорошие. И я тоже, вот, ну и кто у меня заказывал, хвалили. И я могу похвалить. Супер. И следующее, это уже была для меня новинка. Но по многочисленным отзывам. Это салфетка для очистки стекол из микрофибры. Вообще, я, опять же, с самого первого дня, как зарегистрировалась, я приобрела у Faberlic средство для стекол и зеркал. Оно у меня, кстати, еще не закончилось, поэтому я, в общем-то, пока не стала спешить с покупкой. Оно мне безумно нравится, и я вот уже много лет пользуюсь. Но, ну, регулярно приобретаю, мне хватает надолго. Но я подумала, что раз здесь не нужно всякой бытовой химии использовать, я попробую. В принципе, если это действительно так, то ну, тогда классно, значит, вообще экономия. Салфетка как-то тоже недорого обошлась, ну, 100 с чем-то рублей. Ну, попробую. У меня просто есть такая тряпочка из белого кота, тоже такая голубая, но, во-первых, всегда нужно на смену иметь тряпку, во-вторых, с ней нельзя использовать бытовую химию, а я стоя всегда использовала, поэтому выполоскать будет уже достаточно сложно. И вот она у меня вечно куда-то пропадает. Но тряпка тоже хорошая. Короче, пусть будет. В одном из видео, может быть даже в этом или в следующем, мы ее обязательно потестируем, я расскажу, как оно. Так, следующее, ну это уже, так сказать, крайняя покупка. Это по распродаже, по срокам годности, там уже на втором шаге оформления заказа, бывают такие распродажи, я увидела за смешную цену, за 7 рублей, лак для ногтей. Я его взяла, а сначала я несколько раз как-то что-то там добавляла в корзину, убирала. Было 2 оттенка, ну а потом уже остался один, ну я приобрела. Я
взяла, вот он у меня на ногтях, я взяла, честно говоря, ногти на ногах красить, потому что на ногах я люблю, чтобы был либо красный, либо малиновый, какой-то такой лак, очень просто красиво смотрится. И у меня как раз закончились такие оттенки, и вот я решила, что нужно что-то взять, а уж по такой цене за 7 рублей это просто шикарно. Малиновый атлас называется, Color Stay 78-78 оттенок называется, вот и упаковка такая красивая здесь. Сейчас я покажу, но это стандартная для Faberlic такая кисточка, очень широкая, вот, очень широкая кисточка, удобная, ей прям классно красить. Я вообще, честно, не ожидала, что будет такое качество. Но просто шикарный лак. Я не знаю, сколько он будет держаться, но тем более, что эти ногти я буду снимать, потом делать новый маникюр. Вот сейчас я накрасила. Мне понравилось то, что лак не полосит, и он идеально ложится с первого раза в один слой. Вот это вот все я нанесла в один слой. Ну, очень здорово. Так что в целом можно взять и по полной цене, но это вот мне просто подвернулось, так бы я приобретать не стала, а за счет таких вот распродаж можно что-то попробовать. В принципе, я выполнила, получается, но я не специально, но так вроде бы получилось, что я первый шаг стартовой программы выполнила, и значит в следующем каталоге, если я сделаю заказ от 1000 рублей, то я смогу за 1 рубль взять какой-то аромат. Там, в принципе, и женские, и мужские. В теории я, наверное, женский, там что-то новенькое бы попробовала, но, во-первых, у меня нет пробников и все такое. А там есть мужские ароматы, мне понравилось 2 в очень классной упаковке, красивые, поэтому я, наверное, возьму, если буду делать заказ, то возьму мужу. Ну, потому что все равно впереди разные праздники, пусть будет. У него, конечно, я ему уже и так на Новый год аромат подарила, но такой из Летуали, он очень классно пахнет, но при этом, знаете, он не стойкий. Второй вот я на 23 февраля подарила арабский, этот Султан, он очень крутой. Но, я не знаю, аромат всегда не помешает, мне кажется, потому что всяких гелей полно у него, и одежды полно, поэтому, наверное, возьму. Просто дело в том, что когда я сделала заказ, и уже нельзя было внести изменения, я поняла, что вот это средство, этот лубрикант, мне нужно бы... Я всегда брала по нескольку штук, покупала. Ну, кстати, надолго хватает, просто я привыкла, что есть в Москве, есть в Питере, и сейчас я думаю, что ну там же тоже как бы закончился. Поэтому, наверное, если я буду делать второй заказ, то я возьму обязательно данный продукт, возьму обязательно еще в запас краску, и что-то, наверное, также пройдусь по бытовой химии. Может быть, если мне понравится эта тряпочка, то, может быть, я возьму еще какие-то варианты, которые там есть. Ну, посмотрим. И, наверное, на долгое время, опять же, закрою вопрос с Faberlic, потому что, например, гели и прочее я вообще приобретать сейчас пока не собираюсь никакие, нигде. То есть у меня запасы и декоративной косметики есть, поэтому, ну, вот как-то так получается. Ну, может быть, не буду делать полгода, а может быть, даже год и заново зарегистрируюсь. Это даже выгодно будет. Ну, посмотрим, короче. Получается, что я наговорила на целых 17 минут. Перед этим я показывала там пижамку. Ну и, наверное, тогда будет лучше это видео завершить. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, заходите в Инстаграм 3 семерки, рыжие 3 восьмерки. Также у меня есть канал на Яндекс.Дзен. Если вы там подпишитесь, если вам не сложно, я буду очень вам благодарна. В общем-то, какая-никакая тоже поддержка. А я вас благодарю за просмотр, желаю здоровья, настроения, вдохновения абсолютно во всем. И до скорой встречи. Всем пока-пока.